Приветствую всех на нашем канале. В этом видео я постараюсь очень просто и доступно ответить на один из самых популярных вопросов среди наших зрителей: как правильно выбрать фидерное удилище и на что обратить внимание при его выборе. Итак, прежде всего нам необходимо знать, что каждое фидерное удилище имеет три основных параметра. Это длина, тест и строй. И в принципе, если мы отдельно разберем каждый из этих параметров и поймем, на что они влияют, то мы с легкостью сможем сориентироваться среди огромного ассортимента фидерных удилищ и сделать правильный выбор. И первый параметр, который мы обсудим, это длина удилища. Как правило, фидерные удилища выпускаются в длине 3,3 метра, 3,6 метра, 3,9 метра, 4,2 метра. И более редко встречаются удилища длиной 5 и 5,5 метров. Но все, что короче, чем 3,3 метра, это уже легкие пикерные удилища. В принципе, с длиной удилища все очень просто и очевидно. Чем будет длиннее ваше удилище, тем, соответственно, дальше вы сможете забросить вашу фидерную оснастку. Также длинное удилище может довольно неплохо помочь при ловле на быстром течении. Потому как чем выше мы сможем поднять удилище, тем, соответственно, меньшее количество лески окажется в воде, а чем меньше лески находится в воде, тем меньше давления будет оказывать течение на ту самую леску, и нашу кормушку будет сносить намного меньше, а то и вовсе сносить перестанет. Но здесь все зависит уже от конкретных условий ловли. Это касается не только лески, но также и плетеного шнура. Еще длинное удилище имеет преимущество, когда нужно рывком поднять кормушку со дна и провести ее над крутой бровкой без зацепа. Но также следует понимать, что длинное удилище подойдет не для каждого места. Потому как, например, если над вами будут возвышаться густые деревья, то помахать удилищем в длине 4,2 метра у вас вряд ли получится. И мы с такой ситуацией сталкивались уже неоднократно. И есть еще один момент, про который не следует забывать. Чем длиннее удилище, тем оно тяжелее. Поэтому я рекомендую использовать длинные палки только там, где это действительно необходимо. Теперь поговорим о тесте фидерного удилища. Обычно производители указывают верхний и нижний тест. Эти цифры указываются в граммах и пишутся на бланке удилища. Хотя нижний тест может не указываться вовсе. Если говорить в двух словах, то тест удилища – это рекомендуемый вес груза, который можно комфортно забрасывать тем или иным удилищем. Например, если на бланке удилища написан тест от 40 до 100 грамм, это означает, что данным удилищем мы можем сделать комфортный заброс с минимальным весом 40 грамм и максимальным весом 100 грамм. Но стоит учитывать, что верхний максимальный тест – это не вес пустой кормушки, а общий максимальный вес, который рекомендуется бросать. Поэтому всегда добавляйте к весу кормушки вес корма. Понятно, что тест может быть как завышен, так и занижен. И соответственно тот тест, который указан на вашем удилище, это не совсем точные цифры, но я все-таки рекомендую этих цифр придерживаться, потому что это все-таки главный ориентир, который нам дает производитель. А уже настоящий тест вы сможете понять, когда хотя бы пару раз выйдете с этим удилищем на рыбалку. То есть только на практике вы сможете ощутить, с каким реально весом, а точнее с какими весами ваше удилище сможет работать максимально комфортно. Также может быть, что вместо цифр на бланке указаны надписи Light Feeder, Medium Feeder, Heavy Feeder и Extra Heavy Feeder. Здесь в принципе ничего сложного нет, не надо пугаться. Это простая классификация фидерных удилищ в зависимости от ихнего теста. И для того, чтобы вам было более понятно, я сейчас эту классификацию быстренько озвучу и пойдем дальше. Начинается классификация вообще с пикера. Пикер – это самое легкое и короткое удилище, предназначено для оснасток до 40 грамм, используется для ловли на ближней дистанции в стоячей воде или на реках с очень медленным течением. Потом идет Light Feeder, это легкий фидер. Легкий фидер предназначен для оснасток 50-60 грамм, подходит для стоячей воды и водоемов с небольшим течением. Потом идет Medium Feeder, это средний фидер. Он предназначен для оснасток 80-100 грамм.
Подходит для стоячих водоемов и для рек с небольшим течением. Heavy feeder – это тяжелый фидер. Тяжелый фидер предназначен для оснасток до 120 грамм и хорошо подходит для ловли на течении. Ну и самый мощный фидер в данной классификации называется Extra Heavy Feeder. Это сверхтяжелый фидер, предназначен он для оснасток 140-180 грамм, используется на сильном течении и отлично подходит для сверхдальних забросов. Вот такая вот классификация. В принципе, с тестом удилищ мы закончили. И теперь перейдем к третьему важному параметру. Это строй фидерного удилища. Хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park. В его состав входят более 17 компонентов, в числе которых 13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, а особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. Итак, строй удилища – это характер его изгиба под нагрузкой. В первую очередь от строя зависят бросковые качества удилища, а также его вяжущие способности в момент вываживания рыбы. Строй фидерного удилища бывает медленный, средний и быстрый. При быстром строе в момент нагрузки работает верхняя треть бланка, при среднем строе работает бланк до середины, и при медленном строе работает весь бланк, который изгибается вот в такую дугу, похожую на параболу. Еще такие удилища называют параболиками. На самом деле по поводу строя фидерных удилищ есть очень много мнений и споров. Одни говорят так, другие говорят так, третьи говорят совсем по-другому. Поэтому, чтобы не возникало каких-то непонятных ситуаций, я расскажу лично свои мнения и свои ощущения по этому поводу. Например, у меня есть два любимых фидера. Один фидер имеет быстрый строй, и второй фидер среднего строя. И вот первая разница, которая сразу чувствуется, это момент заброса. То есть, когда я делаю заброс жестким удилищем, то есть с быстрым строем, достигается очень хорошая точность, причем эта точность даже на дальних дистанциях. Но для того, чтобы далеко забросить жестким удилищем, необходимо в момент заброса всегда делать очень такой мощный, сильный рывок. И только тогда он долетит туда, куда надо, но при этом, еще раз повторяюсь, летит далеко и при этом очень точно. С удилищем среднего строя совсем все по-другому. В момент заброса фидер отрабатывает как катапульта, при этом даже не нужно делать каких-то сверхсильных рывков, но здесь очень сильно хромает точность. Это что касается именно дальних дистанций. То есть если я фидером со средним строем хочу забросить далеко, то мне нужно готовиться к тому, что будет большой разброс. То есть определенной точности вот в одно и то же место не будет однозначно. Причем я уже столько раз ловил этим удилищем, уже много лет, и все равно идет разброс вот примерно даже не на метр, а бывает, что даже там, я не знаю, метра на 3, на 4, то есть он вот так вот влево-вправо, там куда ветер подул, туда оно и полетело. Но с удилищем, которое жесткое, таких проблем нет. Вот куда ты направил, туда оно и полетело. Вот такая вот разница в строе в момент заброса. Теперь, что касается разницы в строе при вываживании рыбы. Например, лично мне все равно, каким удилищем доставать рыбу весом до 1 килограмма. Но если речь заходит о крупных трофеях, особенно о карпах, то, конечно, я предпочитаю удилище более мягкое, со средним строем, потому как оно отлично отрабатывает, хорошо глушит мощные рывки рыбы и прощает многие ошибки. И тактика у меня, в общем, очень простая. Если я, например, еду на большую широкую реку с быстрым течением, например, такую как Днепр, то я предпочитаю брать с собой удилище жесткое с быстрым строем. А если я еду на рыбалку на озеро за карпом, то, конечно, я выбираю удилище
более мягкое, со средним строем. Поэтому я, наверное, все-таки рекомендовал бы новичкам первое свое удилище покупать именно со средним строем. Потому как это получится нечто среднее между быстрым строем и медленным строем. И как я уже говорил, средний строй, он прощает большое количество каких-то ошибок. И ошибки эти могут быть не только в момент вываживания рыбы, но и в момент заброса фидерной снасти. Потом, когда вы уже станете более опытным, когда для вас уже будет важно забрасывать далеко и очень точно, тогда, конечно, я советую второе удилище покупать с быстрым строем, чтобы оно было более такое жесткое и чтобы можно было бросать далеко и точно. Но что касается медленного строя, я думаю, что медленный строй больше подходит уже для таких заядлых опытных рыбаков. И тем более медленный строй в основном подходит, ну я бы даже сказал не в основном, а наверное только подходит для стоячих водоемов. Потому что если, например, вы пойдете на реку, где есть течение, и возьмете с собой фидер с медленным строем, то вместе с вашей леской течение будет выгибать в дугу еще и бланк самого удилища. И тогда большое количество поклевок вы просто будете пропускать. Вот и все. Это все, что я хотел сказать по поводу строя фидерных удилищ. Это лично мои наблюдения, лично мое мнение по этому поводу. Вот, если есть что дополнить, то пишите в комментариях. Я думаю, такая информация какая-то дополнительная будет полезна абсолютно всем, кто читает комментарии. Помимо длины теста и строя удилища, есть еще один параметр. Это материал бланка, материал вершинок, качество рукоятки, качество катушкодержателя и качество пропускных колец. В принципе, об этом параметре я ничего говорить особо не буду, потому как здесь все зависит в основном от цены. Чем выше цена, тем, соответственно, все эти комплектующие будут дороже. Но хочу сказать, что даже среди бюджетного сегмента фидерных удилищ вполне спокойно можно выбрать себе хорошее фидерное удилище, которое будет вам подходить и по длине, и по строю, и по тесту, и будет нормального материала, и довольно долго вам прослужит. Но это все только при том условии, что вы обратите внимание на следующие моменты. Вот вы, например, пришли в магазин, выбрали себе удилище, оно вам полностью подошло по всем вышесказанным параметрам, и вы готовы его купить. Но прежде чем его покупать, я вам советую сразу обратить внимание на пропускные кольца. Во-первых, все пропускные кольца должны быть выстроены строго в ровную линию. То есть вы, когда удилище собираете, вот так вот смотрите в самое первое кольцо, вот так в центр, и у вас последнее кольцо, которое на вершинке, должно быть видно с первого кольца. То есть вам нужно убедиться, что все кольца выстроены строго в ровную линию при полном собранном удилище. Также вам нужно проверить, чтобы все пропускные кольца очень жестко были зафиксированы на бланке. Ни одно из колец не должно шататься. Это тоже очень важно. Потом следующий момент. Обязательно очень внимательно, даже несколько раз со всех сторон на каждом кольце посмотрите вот эти вот керамические вставки, чтобы на них не было никаких сколов и никаких трещин. Это очень важно, потому как у меня даже была такая ситуация. Я купил свое самое первое фидерное удилище, тогда еще не знал про вот эти вот моменты. Пошел на рыбалку, взял новую катушку, новый шнур, все это дело собрал, намотал, сделал 2 заброса, и у меня ушло в воду, по-моему, 120 метров шнура. А размотка была всего 135 метров, и 120 из них ушло. То есть понятно, что моя рыбалка сразу закончилась. Я все ломал голову, почему так. Тем более кормушка была не тяжелая, никаких перехлестов, ничего не было. Оказалось, что где-то вот здесь, в районе вершинки, на вот этом вот третьем колене, было сколото с одной стороны, просто сколота вот эта вот керамическая вставка. Ну, естественно, я этого не заметил.
потому что я об этом не знал, что такое может вообще быть. А вы же знаете, керамика это как нож, то есть режет моментально, режет все. Понятно, что при забросе этот шнур у меня просто обрезало. Ну, то есть вначале я забросил, у меня обрезала одну часть шнура, я сразу же не понял, думал, какая-то моя ошибка, и сразу, понятно, сделал второй заброс, и на втором забросе ушли остальные метры моего шнура. Так, ну это, в принципе, все, что касается колец. Теперь особое внимание нужно обратить на сам бланк. На бланке не должно быть никаких царапин, никаких трещин. И особенно это касается стыков. То есть вот здесь, где соединяются колено удилища, здесь самые слабые места. Поэтому вплоть до того, что там возьмите чем-то просто себе там подсветите, там, ну сейчас мобильные телефоны у всех есть чем подсветить. Туда посветите и посмотрите, чтобы в середине не было никаких ни трещин, ни царапин, ничего. Только есть какой-то намек, все, не берите, потому что это просто потом может, как говорится, вылезти боком, причем на первой же рыбалке. В общем, я рассказал все, что хотел, и теперь подведем общие итоги. Фидерное удилище подбираем в зависимости от веса оснастки, дальности заброса и силе течения. Если, например, вы только начинаете ловить и при этом пока не хотите покупать большое количество разных фидерных удилищ, но все-таки планируете ездить по разным водоемам, я рекомендую остановить свой выбор на удилище класса Medium. В длине 3,6, 3,9 с верхним тестом 80-100 грамм. Если же предполагается ловля на крупной реке, то можно взять фидер класса Heavy с тестом до 120 грамм. Но для сверхбыстрых и мощных рек я бы, конечно, рекомендовал бы выбирать удилище класса Extra Heavy с быстрым строем, с тестом 140-180 грамм, в длине 3,9-4,2 метра. Но это что касается действительно таких больших, мощных, широких рек, где очень важно забрасывать на дальнюю дистанцию. И во-вторых, если река действительно такая мощная, то, конечно же, предполагается ловля на большие веса. И как раз для больших весов предназначены вот такие вот удилища класса Extra Heavy. А также как дорогие, так и бюджетные палки, не забывайте тщательно проверять на качество сборки и на наличие дефектов. Теперь вы вооружены информацией, которая вам поможет правильно выбрать фидерное удилище для комфортной и успешной рыбалки. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.